Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу о борьбе со страхами и уловках матрицы в новом клипе группы Muse «You Make Me Feel Like It's Halloween». 26 августа 2022 года состоялась премьера клипа британской рок-группы Muse на песню «You Make Me Feel Like It's Halloween». Ролик попал в музыкальные тренды YouTube и за неделю набрал 1,5 миллиона просмотров. Новое творение Muse является продолжением истории их предыдущего клипа на песню «Will of the People». В нем показывается дальнейшая судьба людей, решивших бороться с системой в поисках свободы. Ролик дает отсылку к знаменитым фильмам ужасов, а его концовка подтверждает идею о том, что вся борьба являлась лишь частью глобального плана. Режиссером клипа «You Make Me Feel Like It's Halloween» выступил Том Теллер, работавший над созданием предыдущих роликов из нового альбома Muse. По официальной версии, песня посвящена домашнему насилию во время самоизоляции при пандемии. По факту же в ней заложен куда более глубокий смысл. На первых секундах клипа мы видим классический дом с привидениями из фильмов ужасов, в окнах которого мерцает красный свет. Рядом с особняком стоит красная машина, дающая отсылку к экранизации романа Стивена Кинга «Кристина». Согласно его сюжету, автомобиль-убийца был способен наделять своего владельца дьявольской силой, а также совершать самостоятельные осмысленные действия. К дому подходят люди в масках. Это те самые борцы за свободу, которые стали участниками восстания в предыдущем клипе Muse. Там они громили систему контроля в привычном нам мире. На спинах людей все так же красуется символ, представляющий собой наложенные друг на друга буквы WOTP. Эти буквы формируют аббревиатуру «Will of the People», то есть «воля народа». На этот раз мужчины в масках выходят на борьбу со страхом, с помощью которого создаются определенные границы, сдерживающие народ. Камера начинает медленно двигаться вперед, проносясь сквозь светящуюся замочную скважину. Замочная скважина является символом доступа в другой мир, скрытый от человеческих глаз. Далее мы видим, как люди в масках входят в дом. С первых секунд становится понятно, что это обитель нечистой силы. Под потолком висит массивная люстра, дающая отсылку к Люциферу. В клипах и фильмах его часто изображают в виде большого источника искусственного света, так как имя его в переводе означает «несущий свет». Под лестницей, символизирующей ступени масонства, установлены горящие свечи. Все это говорит о том, что здесь проводился некий оккультный ритуал. Один из людей в масках подходит к огромному зеркалу. Внутри зеркального коридора он видит свое отражение. Когда человек отходит в сторону, в зеркале возникает его точная копия. Это намек на существование некоего зеркального мира или альтернативной реальности, которая иногда может пересекаться с нашей. Сами участники группы Muse появляются в виде висящих на стене портретов. То есть они являются наблюдателями, которые ничего не могут сделать. Осматриваясь по сторонам, один из мужчин сбивает с тумбочки статуэтку фарфорового пингвина. Он подхватывает ее на лету и ставит на место. Данный момент дает отсылку к фильму 1990 года под названием «Мизери». Его сюжет строится вокруг писателя, оказавшегося в плену у сумасшедшей женщины, которая заставляла его писать роман по своему сценарию. В фильме был момент, когда писатель в попытке выбраться из дома чуть было не разбил фарфорового пингвина, но, успев поймать фигурку, вернул ее на место. Правда, клюв пингвина теперь смотрел в другую сторону, что в итоге выдало намерение писателя хозяйки дома. Далее мы видим, как входная дверь резко трансформируется в длинный коридор. Данный эпизод дает отсылку к фильму Стэнли Кубрика «Сияние». Чуть позже главные герои начинают бежать по этому коридору, но в конце его видят жуткого монстра. Одного из людей в маске затягивает прямо к нему. Второй, в попытке убежать, встает напротив зеркала. Стоящий перед ним двойник хватает его и закидывает вовнутрь. Данные кадры могут давать отсылку к фильму «Мы». В нем девочка заблудилась в зеркальном лабиринте, чем воспользовалась ее точная копия, находящаяся по ту сторону зеркала. Мужчина попадает в параллельный мир. Он оказывается в странном помещении, увешанном люстрами. Как уже говорилось ранее, источники искусственного света дают отсылку к Люциферу. Таким образом становится понятно, что парень попал в нижние миры. Когда он начинает осматриваться по сторонам в поисках выхода, делается акцент на экранах камер наблюдения. На них показываются участники группы Muse. Данные образы напоминают интерьеры кабинета архитектора из фильма «Матрица». Экраны символизируют пространство вариантов,
то есть бесконечное поле информации, содержащее все возможные варианты любых событий. Далее мы видим одного из людей в масках, прикованного цепями к некоему алтарю. Вокруг него расставлены свечи, а сам он находится в центре пентаграммы. Создается ощущение, что мужчину собирается принести в жертву. На стене перед ним начерчен огромный значок «Воля народа», из которого сочится кровь. Все это может намекать на массовые жертвоприношения, планируемые иллюминатами. Тут же знак проявляется на экранах, символизирующих пространство вариантов, что может говорить о желании элит воплотить данный сценарий в действительность. Следующие кадры снова указывают на фильм «Мы». Блуждающий в лабиринте мужчина в маске видит своего двойника, стоящего к нему спиной, который спустя пару секунд бросается на него. В это мгновение мир превращается в цифровую матрицу, что дает отсылку к одноименному фильму. Парень высовывает руку из экрана, словно пытаясь вырваться из системы, но его тут же затягивают обратно. Далее действие вновь переносится в коридор из фильма «Сияние». Главные герои бегут по нему в попытках спастись от появляющихся повсюду монстров. На одном из моментов мужчина в маске оказывается внутри лабиринта, который также присутствовал в фильме «Сияние». Следующие кадры клипа напрямую указывают на фильм «Оно». Мы видим красные шарики и развешанные по стенам желтые плащи. Все это являлось атрибутами жуткого клоуна Пеннивайза, который питался страхами детей. Когда камера переносится в конец коридора, мы видим лифт, из которого льются реки крови. Похожий эпизод также присутствовал в фильме «Сияние». Пытаясь спастись от накатывающей лавины, мужчина в маске пробивает стену и пролетает над горящим автомобилем, зависшим в воздухе. Это кадр из клипа Muse на песню Compliance, вышедший несколькими месяцами ранее. Упав, мужчина оказывается в странном месте. Он находится в центре плотного кольца людей в похожих масках. Когда парень снимает с себя металлическую маску, под ней оказывается маска злодея из фильма «Пятница 13-я». А под этой маской надеты еще десятки масок различных героев фильмов ужасов. Настоящего же лица мы так и не видим. Люди, стоящие вокруг, проделывают то же самое. В итоге все пространство буквально засыпают маски. Данные образы очень символичны. Они могут говорить о том, что в течение своей жизни человек непрерывно носит маски, играя те или иные роли. Попытка же сбросить эти маски и докопаться до того, кем мы являемся на самом деле, редко увенчается успехом. После того, как люди оказываются погребенными под масками, действие переносится в кабинет архитектора матрицы. Все экраны, символизирующие пространство вариантов, покрыты рябью. То есть вариантов больше не осталось. Это может указывать на так называемое обнуление мира или перезагрузку матрицы. Далее мы видим элементы костюма человека в маске и его конечности. Вскоре появляется и сам архитектор матрицы. От его кресла отходят провода, что говорит о том, что он питается энергией обычных людей. Этому персонажу посвящен клип Muse «Won't Stand Down». Таким образом, клип Muse «You Make Me Feel Like It's Halloween» собрал в себе отсылки к самым знаменитым фильмам ужаса. Смысл же его заключается в том, что люди, решившие бороться со своими страхами, попали в очередную ловушку системы. На протяжении клипа главные герои пытаются убежать от монстров, вместо того, чтобы встретиться с ними лицом к лицу и с помощью веры и намерения разделаться с ними раз и навсегда. В итоге все они продолжают оставаться лишь источником энергии, которую потребляет матрица и ее архитектор. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.